Почему самые яростные враги пророка, алейхиссалату вассалям, в Мекке, люди, которые называли его и сумасшедшим, и колдуном, никогда, представьте, никогда не обвиняли его в аморальности, в том числе из-за якобы раннего брака с Айшей, ради Аллаху. Есть мнение, ставшее каноничным, что на момент замужества ей было 9 лет. Но есть и другая линия исламской мысли, опирающаяся на строгую математику сиры пророка, алейхиссалату вассалям. Сравним Айшу с ее сестрой Асмой. Асма была старше Айши на 10 лет. И Асма умерла в 73 году хиджры, в возрасте 100 лет. Простая арифметика, в год хиджры Асме было 27, значит Айше было 17. Если брак был заключен через пару лет после хиджры, то перед нами молодая женщина 19 лет. В подтверждение этому тот факт, что у арабов того времени существовала специфическая система исчисления. Возраст часто считали не от рождения, а от момента полового созревания или значимых событий. Девочка становилась женщиной в глазах общества не по календарю, а по психологической и биологической готовности. Еще один важный факт. Айша была помолвлена с Джубейром ибн Мутимом еще до пророчества пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Если бы она была младенцем в момент предложения пророка, как бы она могла быть невестой другого человека за годы до этого? Мы видим взрослую, сформировавшуюся личность. Но удивительно, что все это не важно. Даже если мы останемся в рамках цифры 9, является ли это проблемой? Только для тех, кто не знает историю человечества. Выйдем за пределы Аравии, посмотрим на цивилизованный мир. Ветхий Завет, Ревека и Исаак. Традиционные толкования говорят нам о возрасте, который сегодня вызвал бы шок у юристов ООН. Но для библейских патриархов, верующих иудеев и христиан, это стало благословением. Европа, христианство. Король Англии Ричард II женится на Изабелле Валуа, когда ей было 6 лет. Генрих VII, его мать Маргарет Бафорт, родила его в 13 лет, а вышла замуж в 12. Сын Ивана Калиты, великий князь московский Семен Гордый, женился на Марии, дочери Александра Тверского. На момент заключения этого уже третьего для князя брака невесте было около 12. Иван III был обручен с тверской княжной Марией Борисовной, когда ему было всего 7. Сама свадьба состоялась, когда Ивану исполнилось 12, а невесте около 10. Это не были исключения, это был закон выживания и сословной дипломатии. Средняя продолжительность жизни была низкой, детская смертность огромной. Ждать до 25 лет означало не оставить наследников. Применять современный термин, такой как педофилия, к средневековью – это наукообразное невежество. Этот термин подразумевает патологическое влечение к детям. Но в ту эпоху детство заканчивалось с физиологическим созреванием. Психология и биология шли рука об руку.